Вы на канале «Это вкусно». Сегодня у меня для вас просто спасение, а не рецепт. Идеальный обед или ужин, когда хочется чего-то вкусного, но стоять у плиты совсем нет сил. Это нежнейшие мясные ежики на овощной подушке. Эти невероятно сочные шарики из фарша в рисовой шубке готовятся элементарно, а результат просто восхищает. Нежные внутри, ароматные и такие аппетитные на вид. Список всех ингредиентов будет в описании под этим видео, а я начну готовить. Начну приготовление с риса. Рис для ежиков лучше брать длиннозерный, у меня сорт басмати. Рис промываю 2-3 раза холодной водой, затем заливаю кипятком и оставляю минимум на 20-25 минут. Мясо я перемолола, у меня свинина, можно взять говядину со свининой 50 на 50, можно добавить курицу. Делайте фарш на свой вкус. В фарш нужно добавить лук и чеснок. Нарезаю крупными кусочками лук и беру пару зубчиков чеснока. Измельчаю в блендере в кашу. Конечно, можно перемолоть вместе с мясом на мясорубке, но мне больше нравится, когда лук полностью измельчен и не чувствуется кусочков. Перекладываю эту массу в миску с фаршем. Добавляю соль и свежемолотый черный перец. Я обязательно добавляю ложку картофельного крахмала. Крахмал загустит мясной сок, и он не вытечет, а останется внутри мясных шариков. Хорошенько вымешиваю фарш, слегка отбивая его. Формирую шарики весом 90-100 граммов. Обратите внимание, что рис в фарш я не добавляю. Когда готовим тефтели, то рис смешивается с фаршем, а при приготовлении ежиков мясные шарики обваливаются в рисе. Шарики я сформировала. Пока рис запаривается, нарежу все на подливу. Нарезаю мелкими кубиками лук, морковь натираю на крупной терке. Для аромата я еще добавлю половинку сладкого перца. Нарезаю его маленькими кубиками. Томаты я буду использовать консервированные в собственном соку. Они уже нарезаны кубиками. Можно использовать свежие помидоры, только снимите с них кожицу и нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке. Разогреваю в сковороде растительное масло. Выкладываю лук с морковкой и на средней мощности плиты пассерую около 10 минут. Затем добавляю перец и тушу еще минут 5. Отправляю в сковороду помидоры, перемешиваю, довожу соус до кипения и добавляю специи. У меня это соль, сахар, свежемолотый черный перец, сушеный чеснок и орегано. Перемешиваю. Готовлю соус еще минут 10. Пока соус варится, доделаю ежиков. Сливаю воду с риса. Каждый мясной шарик обваливаю в рисе, слегка прижимая, чтобы он хорошо прижался к мясу и в процессе готовки не отпал. У меня получается довольно толстый слой риса. Обваливаю все шарики. Тем временем подлива уже готова. Выкладываю в сковороду мясные шарики. Те, что не поместились, переложу в емкость и заморожу до следующего раза. В сковороду обязательно нужно долить горячую воду. Воды может пойти больше или меньше в зависимости от сорта риса. Наливайте воду очень аккуратно. Шарики должны быть на 2/3 покрыты жидкостью. Жду, пока все закипит. Накрываю крышкой. Уменьшаю мощность плиты. 45-50 минут крышку не открывайте. Ежики должны пропариваться под закрытой крышкой. Единственное, следите, чтобы сильно не кипело, а то блюдо может пригореть.
Прошло 45 минут. Открываю крышку и аккуратно пробую рис сверху мясных шариков. Если рис не готов, долейте немного кипятка и томите еще минут 10. Разные сорта риса по-разному впитывают воду, и время приготовления тоже может отличаться. Мои ежики готовы. Присыпаю их зеленью и можно пробовать. Вкусно, красиво, необычно и очень просто. Мясные шарики внутри получаются очень сочными и нежными. Рис не разварился, каждая рисинка отдельно друг от друга. Рис полностью готов и его много, можно не заморачиваться гарниром. А овощная подушка придала блюду неповторимый вкус и аромат. Вот так легко и просто можно приготовить вкуснейший обед или ужин. Друзья, появилась возможность угостить меня символической чашечкой кофе и тем самым поддержать канал. Просто нажмите кнопку «Стать спонсором» под этим видео, выберите подходящий уровень спонсорства и получите доступ к особым бонусам и сюрпризам, которые я приготовила. Ваша поддержка бесценна, она поможет сделать канал еще лучше и интереснее. Готовьте и наслаждайтесь! Еще больше вариантов моих любимых блюд из фарша смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, это вкусно!